Тропический полдень в провинции Чонбури всегда пахнет влажной листвой, нагретой землей и терпким запахом джунглей. Но в дальнем секторе зоопарка тишина была неестественной, почти осязаемой. Там, на прохладной цементной плите под раскидистым баньяном, лежала Саймай, великолепная бенгальская тигрица с янтарными глазами и безупречным узором угольно-черных полос на огненной шкуре. Еще неделю назад ее вольер был наполнен ожиданием чуда. Саймай готовилась впервые стать матерью. Но природа порой бывает жестока даже к самым сильным своим созданиям. Роды начались раньше срока, в душную грозовую ночь, и крошечные тигрята, появившиеся на свет слабыми и беспомощными, не прожили и суток. Ветеринары боролись за каждого, но спасти малышей не удалось. Когда тела детенышей унесли, тигрица изменилась до неузнаваемости. Она не металась по вольеру и не рычала в ярости. Ее горе оказалось тихим, тяжелым и разрушительным. Саймай часами лежала, уткнувшись носом в угол, где еще сохранялся запах ее новорожденных. Ее переполняло молоко, но кормить было некого. Она отказывалась от сочного свежего мяса, едва притрагивалась к воде и с каждым днем все глубже погружалась в оцепенение. Когда старший смотритель Самчай подходил к решетке и негромко звал ее по имени, тигрица лишь едва заметно шевелила ухом, даже не поднимая отяжелевших век. Янтарный огонь в ее глазах медленно угасал, уступая место безразличию. Ветеринары разводили руками. Капельницы с витаминами и успокоительные препараты не могли исцелить разбитое сердце дикого зверя. Угасание материнского инстинкта, натолкнувшегося на пустоту, убивало хищницу быстрее любой болезни. Идея родилась спонтанно, на грани отчаяния и абсурда. В зоопарке Сирача давно практиковали необычные межвидовые контакты. Здесь свиноматки нередко выкармливали тигрят, проявляя удивительное спокойствие. Но обратить процесс вспять, отдать беззащитных детенышей на милость 200-килограммовой хищнице, находящейся в тяжелейшей депрессии, это казалось безумием. Мы либо рискнем, либо потеряем ее через пару недель от истощения», тихо произнес главный ветеринар на экстренном совещании. Самчай вызвался лично подготовить эксперимент. На ферме при зоопарке отобрали 6 упитанных здоровых поросят, родившихся всего несколько дней назад. Чтобы сгладить визуальный диссонанс и обмануть острую память хищницы, швеи из мастерской парка за одну ночь сшили крошечные комбинезончики из мягкого велюра с тигровым принтом. Одежки несколько часов выдерживали в сене из логова Саймай, чтобы ткань пропиталась ее собственным запахом. Утром у вольера царило напряжение, напоминающее затишье перед бурей. Смотрители держали наготове пожарные бронспойты и защитные щиты на случай, если охотничий инстинкт хищницы возьмет верх над материнским горем. Тяжелая металлическая заслонка медленно поползла вверх. В просторный вольер неуклюже выкатились 6 розовых пятачков в полосатых одежках. Не подозревая о смертельной опасности, малыши звонко захрюкали, забавно перебирая крошечными копытцами по песку, и принялись деловито исследовать незнакомое пространство. В глубине вольера дрогнуло рыжее пятно. Саймай медленно подняла голову. Ее зрачки мгновенно расширились, уши прижались к затылку. В воздухе повисла звенящая пауза. Самчай затаил дыхание, его пальцы побелели, сжимая вентиль подачи воды. Тигрица медленно, пружинищей и обманчиво ленивой походкой встала на лапы. Она не кралась, как на охоте, но каждое ее движение излучало колоссальную, первобытную силу. Один неверный шаг, один резкий удар когтистой лапы, и хрупкие жизни поросят оборвались бы мгновенно. Самый смелый поросенок, на котором тигровый комбинезон сидел чуть набекрень, весело хрюкнул и побежал прямо навстречу надвигающейся горе мускулов. Саймай замерла.
Она опустила массивную морду к самой земле. Ее ноздри шумно втянули воздух. Запах был странным. В нем не было привычной тигриной крови. Пахло молоком, травой, фермой и ее собственным гнездом. Но маленькие полосатые тельца и их требовательный беззащитный писк пробудили то, что дремало под пеплом тоски. Огромная кошка наклонилась еще ниже. Поросенок уткнулся пятачком прямо в ее влажный кожаный нос. Секунда казалась вечностью. И вдруг Саймай сделала то, чего никто не ожидал. Она шумно выдохнула, издав мягкий, гортанный, вибрирующий звук. Тигриное приветствие, означающее полное миролюбие. Затем ее огромный шершавый язык бережно прошелся по полосатой спинке малыша, смывая чужой страх и укладывая непослушную шерстку. Поросенок зажмурился от удовольствия и тоненько завизжал, подставляя под материнскую ласку розовое брюшко. Остальные поросята, почуяв тепло и безопасность, гурьбой бросились к тигрице. Они облепили ее могучие лапы, тыкались пятачками в шею и искали молоко. Саймай медленно и аккуратно, боясь раздавить хоть одного из них, опустилась на бок. Она вытянула передние лапы, образовав уютное кольцо, и позволила приемным детям прильнуть к ее животу. Когда первый малыш нашел сосок и жадно зачмокал, тигрица впервые за долгие дни закрыла глаза не от боли, а от глубокого, умиротворенного покоя. По ее мощному телу прокатилась волна крупной, успокаивающей дрожи. Так началось самое необычное материнство в истории зоопарка. Через 2 дня Саймай было не узнать. К ней вернулся аппетит. Она съедала всю положенную порцию мяса, словно помня, что теперь ей нужны силы, чтобы кормить 6 ненасытных полосатых сорванцов. Ее взгляд снова стал ясным и царственным, шерсть залоснилась на солнце, а в вольере поселилась неугомонная, веселая суета. Поросята быстро освоились в роли тигрят. Они росли как на дрожжах, быстро перерастая свои первые полосатые комбинезоны, которые вскоре пришлось заменить на более просторные. Но даже когда они вылезали из одежек, для Саймай ничего не менялось. Она безоговорочно признала их своей стаей. Картина их повседневной жизни неизменно собирала у ограждения толпы растроганных людей. Поросята бесцеремонно взбирались на тигрицу, спали у нее на голове, забавно похрюкивая во сне, дергали ее за кончик хвоста и устроили из ее мощных лап настоящую игровую площадку. Если же мимо вольера проходил незнакомый служитель или раздавался резкий, пугающий звук, великая хищница мгновенно поднималась, накрывала малышей своим телом и глухо рычала, предупреждая весь мир: тронуть ее детей не удастся никому. Она вылизывала их с тем же тщанием, с каким вылизывала бы настоящих тигрят, бережно придерживала лапой самых непоседливых и терпеливо сносила поросячьи шалости. Границы видов стерлись, уступив место простой истине. Искренняя забота способна преодолеть любые природные законы, исцеляя даже самые глубокие раны.